Друзья, частый довольно-таки вопрос. Вы спрашиваете, как записаться на мастер-класс, который будет 28 числа этого месяца в Коробке в Москве в 14 часов. Те, кто есть ВКонтакте или пользуются этим ресурсом, давайте так, я там размещу все подробные ссылки. И здесь под видео тоже будет прямая ссылка на запись на этот семинар. Я буду писать натюрморт. Приезжайте, пожалуйста. Увидимся скоро. Анна Майер. Вопрос. 2 мазка и все готово. Как вы так пишете? Как так писать? Есть одна история, как машина какая-то огромная, конвейер, что ли, там на заводе сломался. И они пригласили мастера, который сказал, что это будет стоить, ремонт будет 10 тысяч долларов стоить. Ну, была сумма, видимо, большая для каких-то там давних времен. Его пригласили, он взял кувалду, подошел к какому-то месту, длинный конвейер, шарахнул, все заработало. Ну и все стали возмущаться, как бы, как же так, за один удар 10 тысяч долларов. А он сказал, что нужно знать, где ударить. Да, 2 мазка. Но если они в нужное место положены, то все работает. И ради этих 2 мазков, которые нужно положить в нужное место правильным тоном, правильным цветом, ну, ради этого можно, в общем-то, всю жизнь посвятить, чтобы этому научиться. Заходите ко мне в школу, в онлайн там есть курсы, есть видеоуроки на эту тему. Ну и приезжайте, записывайтесь на мастер-класс, где мы это изучаем. И у кого-то происходит прорыв прямо в первый же день. Я записал несколько коротких интервью тех моих друзей, коллег, студентов, которые ко мне приехали сюда заниматься. Послушайте. На самом деле речь безумной благодарности, потому что самое главное, что произошло со мной во время семинара вот со Славой, я отпустила себя, я отпустила вот этого художника, этого творческого человека, который жил внутри себя, на свободу. И вдруг мои руки пошли, стали делать то, что нужно, мои глаза перестроились, и я теперь совершенно по-другому смотрю на мир. Я абсолютно счастлива. Я очень рада, что это со мной случилось, потому что, вы знаете, я очень много времени пыталась. Ключевое слово «пыталась», я все время пыталась что-то сделать. А здесь это просто произошло. Причем это произошло в один день. Вот, так что, Слава, огромное спасибо. 7 футов под килем. И я очень надеюсь, я очень хочу встретиться еще и продолжить с вами творческий путь. Не хочешь закрутить? Попробуй, у меня вообще деньгам. А ты сама крутишься? Конечно, ручечками. Ох, ёксель-моксель. Получаются. Ой, что она там закручивает-то, чего? Что там крутишь-то? Силиконовая долина. Вообще, обалдеть, это еще творится. Ой-ой-ой. Махорку. Ой, что делает? Махру. Мастер-класс по закрутке. Самокрутки. По закрутке. Так я даже курила без фильтра. Ничего себе! Какой кошмар. Ой-ой-ой. Не покупаешь фильтры, да? Нет. Я когда-то тоже так делала. Ой-ой-ой, махорка. Жалею страшно. Really? Не, именно в Сицилии я здесь курила. О, Я вот бросила. sehr gut. Очень редко себе позволяю. Das ist schön. Профессионал. Ой-ой-ой. Не заводится. А что ж такое? Наверное, набрал водички. О, пошли. В разгончик. Раскачечку. Так, о, она уже закрутила. Значит так, сейчас самый волнующий, можно сказать, интимный даже момент. Давай. Как она называется? да, Это козья ножка. Вот это интим. Я тебе скажу, как это называется, когда Слава закончит видео. Зажигай давай. Ну прямо, уже все знают, о чем мы здесь Давай, говорим. зажигай. Уже все уже поняли. Подожди, она Я ж даже дирку зажигалку сегодня нашла. дирку делает. Next. Так. Огня. Дайте огня. У меня Мама, дайте огня. завалялась. Зажигалка. Ой, Ну-ка. спасибо.
Давай. Вот это номер. Пошло. Вах. Мама мия. Грация, Эмилия. Грация, Спасибо. Да обращайтесь, да обращайтесь. Ёксель-моксель. Вот она радость. И она хочет сегодня уехать от нас. После всего того, что мы с ним сделали. Честно вам скажу, очень жаль. Группа подобралась замечательная. Я верю, что, во-первых, эти группы всегда такие. Это да, у нас. Добрые, хорошие, отзывчивые. Поэтому приезжайте. Приезжайте на мастер-класс. Скажи, что ты почувствовала? Вот ты же один день все Вы проработала. знаете, я почувствовала, во-первых, что я вчера первое, то, что я написала, это детский лепет, а сегодня с утра у меня уже намного лучше. И это заметил даже мой сын, он у меня художник. Да, ты что? Да. Вот, так что заметил. Один день, и смотрите, какая работа. Она, конечно, в перевернутом тут виде, но я ее покажу сейчас в нормальном. Для меня это стало очень большим открытием, особенно работа с цветом, потому что и так, как вы объясняете, то есть я понимаю сразу, очень доходчиво. Поэтому для меня стало большим открытием. Мне было полезно такие некоторые моменты, как, например, что в тени не нужно уделять внимание деталям, а наоборот, то, что в свету, должно быть выделено. И вот это было основной моей ошибкой. Ну и также нужно сравнивать цвет, соотношение цветов. То есть я абсолютно рекомендую этот курс. К сожалению, у меня получилось приехать только на один день в связи с работой, но в следующем году или при следующей возможности все 5 дней. Советую вот от всего сердца. Сердце? О! А по-итальянски как звучит? Коре. Коре? Коре. Очередной юзер спрашивает, зачем вы пишете картины. Ну как зачем? Ну зачем музыкант, например, играет, сочиняет музыку? Зачем поэт пишет стихи, много не заработаешь, да, или там писатель книгу? Ну, наверное, можно рукопись продать, да, вы скажете? Это хорошо, когда продается. Ну, а если не продается? Ну, Платонов, например, свой котлован писал в стол, понимая, что время, когда его будут читать, может вообще не наступить в его жизни. Я помню, когда-то, как-то был, давно уже там снимал фильм, я был в Болгарии, и мне рассказали одну историю, как один дедушка, ну, до преклонных лет, сажал кедры. И его друг тоже, пожилой, спросил, зачем он это делает, ведь при нашей жизни не придется посидеть в их тени. На что дедушка сказал, что зато будущее, кто-то из будущего здесь, кто будет жить, смогут наслаждаться тенью. Конечно, это один из ответов на тот вопрос, зачем художник пишет картины, зачем музыкант, композитор сочиняет или играет, например. Музыкант, никого нет, он просто играет. Наверное, это из той области, когда хорошо, когда он играет, ему хорошо, когда он прикасается к клавишам или, я не знаю, к какому-то там дудук, например, звучит. Я думаю, что происходят серьезные изменения в тот момент, вибрации, да? В тот момент, когда человек занимается любым творчеством, может это быть даже приготовление, я знаю, яичницы или каши какой-нибудь овсяной с маслом, которую сегодня замечательно приготовила Лена Ушакова. Нечто волшебное. Ох, казалось бы, овсянка. Но вот с любовью, когда человек делает все, что угодно, это наполняет его сердце и тех, кто это вкушает, смотрит, слушает и так далее. Что-то внутри, не будем называть что и в эти детали уходить, что-то внутри по-другому начинает жить, вибрировать. Мы становимся более раскрытыми, более любящими, мне кажется так. Вот для этого художник пишет картины. Он изменяется, когда пишет. В этот момент он более полный, он живет, он настоящий. Не забывайте, друзья, подписываться на канал, ставьте лайки и добавляйтесь, делитесь с друзьями, в конце концов. Напишите что-нибудь. Я имею в виду комментарий. Это помогает каналу в его развитии, а я в этом заинтересован сильно. Ну, спасибо, что вы со мной.
Только что счистила палитру, которую не чистила больше, чем 3 недели. Кажется, что прошла целая вечность с того момента, когда я уехала из дома. Кажется, что там была совершенно другая жизнь. И, с одной стороны, очень много эмоций, очень много впечатлений. И казалось бы, что ресурса не должно хватать на такое эмоциональное путешествие, такой эмоциональный марафон, потому что были и дожди, и туманы, и холод, и жара, и волны, и все. Но с другой стороны, вот энергия откуда-то бралась, и каждое утро мы вставали и полные такого эмоционального заряда шли, искали новые точки. Сегодня утром я думала о том, сколько за эти 3 недели пережито впечатлений. И вот человеческими словами мне очень сложно выразить благодарность миру, Вселенной, группам, которые были с нами. Слава тебе, потому что то, что я получила за это время, это колоссальный заряд любви, чувств, заботы, внимания. У кого есть возможность вот так вот взять, оторваться и поехать, и писать, творить, созидать, то это, конечно, нужно делать. Это большой опыт. Я чувствую, что есть большой прорыв у меня, и чувствуется больше вот тонкость отношений. И когда этот момент улавливается, то с такой радостью, с такой энергией, с такой легкостью пишется, и ты просто удивляешься, как это получается. Кажется, что это не ты делаешь. Вот, поэтому, Слава, огромное спасибо тебе, огромное спасибо всем, кто с нами был, потому что коллективное творчество, оно очень сильное, оно заряжает, оно вдохновляет. Всех люблю.